Приветствую всех на своем канале. Ко мне обратилась Елена, которая является моим подписчиком, и рассказала мне одну историю. Когда я ее услышал, я, конечно, был просто в шоке. Я думал, я знаю в кролиководстве, в обманах кролиководстве абсолютно все. Но Иван, о котором пойдет сегодня речь, и который является непосредственным участником данной махинации, переплюнул вообще абсолютно всех. Подробности далее. Начнем мы эту историю немножко издалека. Где-то 2 года назад Елена с Иваном познакомились на вокзале. Иван встречал кроликов, и Елена тоже встречала кроликов. На том, как говорится, 2 кроликовода и сошлись. Елена говорила, что побывала в хозяйстве у Ивана, возможно, и Иван бывал в хозяйстве у Елены. В общем, такие, знаете, кролиководческие дружеские отношения у них сложились. Но буквально недавно Елена заказала кроликов из Иркутска, 2 самок. И Иван тоже где-то с этой области тоже заказал. И говорит Елене, мол, что зачем ты будешь ездить, давай я встречу этих кроликов и потом тебе передам. Естественно, никакого опасения это не вызвало у Елены. Она дала добро, Иван поехал за этими кроликами встречать своих и Елениных кроликов. Иван встретил, передал потом Елене. Елена, счастливая, довольная, забирает своих кроликов. И все прекрасно. Она даже не стала осматривать этих кроликов на наличие каких-нибудь болезней, там, глазки посмотреть, ушки посмотреть, носик посмотреть. Ну, согласитесь, да? 50% людей, которые покупают кроликов, встречают кроликов, они не смотрят на ушки, не смотрят, глазки не смотрят. Они видят кролика, видят, что кролик красивый, масса эмоций, масса радости, берут кролика и везут его домой. То же самое сделала и Елена. В принципе, обвинять ее в этом не стоит. И тут Елена со мной связывается и говорит, что она хочет приобрести у меня кроликов. Тут мы с ней разговорились. В общем, приятное такое общение у нас получилось. Я выясняю, что кролики с Иркутска, а кролики оказались с маститами. То есть 2 самки, которые она заказала с Иркутска, они оказались обе с маститами. Мне стало интересно, у кого эта Елена приобрела таких нехороших кроликов. Да, кто этот кроликовод? Потому что нас, кролиководов, которые занимаются с французскими баранами, не так много. По пальцам пересчитать, я практически всех знаю. И мне стало просто интересно, кто же этот мерзавец, да, так скажем, грубо говоря, извиняюсь сразу. Вот. Елена говорит, что сейчас она не может мне назвать ни контактные данные, ни имя, потому что где-то записано у нее. Завтра только скажет, придет с работы. Наступает завтра. Елена мне говорит, что не нашла контактов, видимо, записала где-то на бумаге. Иди садись сюда. А листочек потеряла. Линяешь, что ли? А листочек потеряла. Что она делает? Линяет. Она звонит Ивану, с которым друг, можно так и сказать, по кролиководческой деятельности, и говорит: дай мне номер телефона, у кого я приобретала кроликов с Иркутска. Он спросил, зачем. Она говорит, что связалась со мной, с кролиководом, что я знаю всех, кто занимается французскими баранами, чтобы выяснить, да, почему, кто продал таких маститных самок. На что Иван сказал, что номер телефона я тебе не дам, и тут началось самое интересное. Иван делает чистосердечное признание в том, что он этих самок, которые ехали с Иркутска и должны были приехать к Елене, он поменял. Представляете? Едут 2 самки, едут к Елене. Иван в то время, я до этого говорил, что он предложил Елене их встретить. В это время он их встречает, меняет на своих. Вот такая вот афера, как говорится. И вот такую вот аферу Иван провернул, ничего Елене не сказал. И когда Елена стала разбираться, и это все всплыло. То есть Елена заказала 8-месячных. Иван по доброте душевной, в кавычках, да, забрал себе, либо куда-то еще дел этих 8-месячных самок, а Елене подсунул 1,5-годовалых самок. И, скорее всего, вот эти вот маститных самок. Когда мы стали с Еленой больше и больше общаться, Елена стала выяснять, что у этого Ивана, кстати, Иван живет в Благовещенске. В закрепленном комментарии под этим видео я оставлю номер телефона
имя и город, где проживает данный человек. Для чего? Для того, чтобы впредь, если вы когда-то наткнетесь на объявление данного человека, вы уже были гораздо осторожнее и не нарвались на него, чтобы с вами не случилась вот такая вот история. Но, казалось бы, ну, вроде все, да, все выяснилось, и обман, и так далее. Но на этом история не заканчивается. Елена также выяснила, что в ноябре Иван закупил большую партию кроликов, ну, не знаю откуда, а в декабре уже всех распродал. Странно, да? Человек в ноябре покупает кроликов и потом по неизвестной причине берет и все распродает. Потом Елена стала дальше разматывать этот клубок зла и выяснила, что у этого Ивана в хозяйстве появилась такая инфекция, как стафилококк. Насколько мне известно, это достаточно такая серьезная болячка, так скажем, для кроликов. И по этой причине, скорее всего, можно сделать вывод, что Иван распродал всех своих кроликов. Но на тот момент Елена этого не знала. И даже больше скажу, она помогала этому Ивану искать покупателей на его же кроликов. А теперь, благодаря этому Ивану, так скажем, хорошему заводчику, Елене звонят, Елене, да, потому что она, можно так сказать, являлась гарантом этих кроликов, этого Ивана. Звонят покупатели и спрашивают, а что такое с кроликом, а почему кролик то, а почему кролик что-то не так, окролился, съел, либо еще какая-нибудь там у него штука вылезла. Вот так вот Иван, как говорится, и отблагодарил Елену, то есть и обманул ее саму, и, так скажем, подставил. Теперь Елена разгребает всю эту кашу за Ивана. Но на этом Елена не остановилась. Потом Елена выяснила, что французские бараны, которых подменил ей Иван, являются не единственными, что Иван подменял. В свое время Иван ей подменил венских голубых. Вот такой вот Иван, такой Иван. Я у Елены спрашиваю, ну а как, что, вы ему что-нибудь говорили, что, мол, ты зачем так сделал? Да, он сам признался в этом, да, что, вот такие вот махинации проводил. Я у Елены спрашиваю, ну а вы там говорили, там, компенсацию денежную, да, что за дела-то так не делается? Она говорит, да, я у него спрашивала, он сказал, что, а где ты была раньше? Да, где ты была раньше, если бы ты обратилась ко мне раньше, я, возможно, что-то придумал. В смысле, Ваня, ты что говоришь? Как так? То есть ты изначально человека обманул, где ты, именно ты был раньше, когда совершал вот это, я не побоюсь этого слова, это преступление, да, это обман. Я вообще просто в шоке от этого Вани. Вот. Но, помимо этого, Ваня сказал, что он завязывает с кроликами и ничем помочь Елене не может. То есть все, нету тела, нету дела, как говорится. Да, кроликов у меня нету, я тебе ничем помочь не могу. Но процентов на 50 я уверен, что Иван специально избавился от всех своих кроликов. Раз у него завелась вот эта вот зараза, так скажем, инфекция, он сейчас потихой всех кроликов сплавил. Вы представляете, да, какой масштаб, так назовем, трагедии, да, то есть всех вот этих больных своих кроликов он распродал, и сейчас они все разойдутся по региону. Амурская область, там Благовещенск, да, и так далее, но это не суть. Вот, что он натворил, да, получается. И хочу обратиться к людям, кто покупал у данного человека кроликов, посмотрите своих кроликов, проверьте, чтобы все у них было хорошо. И не вздумайте, если вы обнаружите что-то с кроликами так, не вздумайте их продавать. Лучше вы их утилизируйте. Не берите вот эту вот ответственность, да, чтобы вы продадите кролика за деньги людям, чтобы потом у них были проблемы. Ну да, вы нарвались, я согласен, вам не повезло. Думаете, я на такой не попадался? Попадался, но я же их не перепродавал. Я их просто утилизировал. Ну да, я попался. Но это же не значит о том, что я должен теперь их продавать. Вы не вступайте в ряды вот этих вот обманщиков, вот как Иван, да, вот этот вот, это даже кролиководом, да его сложно после этого назвать кролиководом, просто аферист. Это аферист. Просто взять, поменять кроликов, тех кроликов, которые человек заказал себе, почему-то ты, Ваня,
решил их оставить себе. На каком основании? Ну, тут вопрос, конечно, знаете, остается открытым. Ну, так вот, продолжим. И, как я уже сказал, на 50% я уверен, что он сейчас все хозяйство, то, что распродал, он это все продезинфицирует. Пройдет где-то полгодика, может несколько месяцев, и Иван благополучно, когда эта вся ситуация затихнет, опять начнет занимать кролиководством. Но мы будем с вами начеку, вы посмотрите это видео, вы будете знать про этого Ивана, вы будете знать номер телефона, вы будете знать город, в котором он проживает, и будете более внимательно и ответственно подходить к выбору и покупке кролика. Если вы увидите объявление там, через полгода этого Ивана, вы будете обходить его стороной. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки. Пока-пока.